Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок, поехали! Как я вам и обещала, сегодня мы сделаем дизайн на те арочные ноготки, которые нарастили в предыдущем уроке. Ссылочку на него оставлю в описании, зайдите посмотрите, если кто не видел. В этом дизайне мы решили совместить холодные зимние мотивы и флористику. В данном случае мы будем делать очень сложный интересный фон, при этом этот же фон мы повторим на френчике, он у нас будет коротеньким вариантом, и потом поверх фона нарисуем в стиле китайской росписи цветочки. Первым делом покрываем ноготочки. Здесь мы смотрим, покрываем в один слой или в два, это зависит от плотности вашего гель-лака. Тем не менее, на втором слое по мокрому мы делаем разводы из черного и белого гель-лака, таким образом, чтобы у нас получился срез камня или что-то типа этого. На этом же этапе в мокрый материал добавляем сразу блесточки, но вот тут единственное, я немножечко не уловила этот момент, в плане того, что блестки довольно крупные, и я не проконтролировала, все ли блестки легли на поверхность. Какие-то остались торчать, и потом после перекрытия финишем их пришлось немножечко спиливать. Просто проконтролируйте этот момент на этапе выкладки блесток, чтобы они все прилегали к поверхности. Это намного проще, чем потом 150 раз перепиливать. Далее этот же мотив мы повторяем на френчике, то есть не на всей поверхности ногтя, а частично только в нижней части. Вырисовываем френч и на втором слое делаем такие же разводы и сыпем такие же блестки. При этом у нас получается такой эффект, что на 10 пальцах двух одинаковых у нас нет. Точно так же, как нет двух одинаковых камней в природе. При этом у нас получается потрясающий зимний красивый дизайн, который уже является самостоятельным. В принципе, здесь уже можно ничего не добавлять, либо добавить пару линий прорисовки какой-нибудь тоненькой. То есть это фон для вашего дальнейшего творчества. Сюда можно добавить все, что угодно, либо оставить в таком виде. В этом моменте тот гель-лак, который попадает у меня на боковые валики, я не вытираю, не вычищаю. Почему? Потому что если начинать тереть его в мокром виде, то велика вероятность того, что я больше размажу пигмент по поверхности, и у меня пальцы будут в разводах лака. Поэтому я все это высушиваю и после того, как перекрою финишем, аккуратненько пилочкой убираю с боков. Гель на коже у нас совершенно не держится, поэтому убирается буквально 2 взмахами пилки. Это намного проще, чем тереть, вытирать, и намного быстрее получается. Ну а в этом месте я предлагаю вам кайфануть. Комментарии здесь излишни, все, что могла, вам я уже рассказала. И попробуйте обязательно повторить этот дизайн, потому что он действительно потрясающий.
На этом, в принципе, с этим этапом дизайна мы закончили. Перекрываем финишем, немножечко заравниваем поверхность. Вспоминаем, что мы должны были проконтролировать, чтобы все блестки прилегали, иначе нам нужно очень много финиша, чтобы это либо заровнять, либо придется спиливать. Ну а теперь самое кайфучее. Начинаем рисовать цветочек. Как я говорила, цветочек мы будем рисовать в китайской росписи. Эта роспись называется по-английски One Stroke. Когда на косую кисточку набирается сразу два цвета краски, делается между ними растяжка и рисуется в одно движение сразу переходный из цвета в цвет мазочек. Рисую в данном случае я пастами из нашего магазина. Почему? Потому что они просто потрясающие. Вот смотрите, без дубляжа в один слой получается очень плотный, очень красивый, очень насыщенный цвет, который перекрывает даже черный оттенок, который у нас попадает на лепестки. Ссылочки на материалы также ищите в описании. Там будет все представлено с номерами цветов, со всеми вашими вопросами, которые вы мне обычно задаете. Основное, что мы должны помнить при рисовании цветов, это то, что цветы в большинстве своем либо круглые, либо овальные. Квадратных и треугольных цветов в природе не существует, но тем не менее это не значит, что их не может существовать на ногтях. То есть, если у вас какой-то авторский цветочек, который вы хотите вписать в квадрат, в треугольник или в какую-то угловатую фигуру, это тоже более чем возможно. Мы же тем временем набросали основные лепесточки, между слоями материал я подхватывала. Почему? Потому что если по темному цвету, по мокрому я буду рисовать следующий мазочек, то мой светлый цвет обязательно запачкается, и таким белым уже не будет. И теперь при помощи белой красочкой расставляем акценты и добавляем какие-то дополнительные связующие элементы. В данном случае вот такие полувензельные какие-то завитушки. Линию улыбочки мы с клиенткой решили сделать немножечко поярче, поэтому дублируем ее белой красочкой и засыпаем акриловой пудрой.
Вот, собственно говоря, и все. Такой дизайн ногтей у нас получился. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вам было полезно и интересно вместе со мной. А впереди вас ждет еще очень много уроков. Поэтому не забудьте подписаться на канал, не забудьте включить колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о новых выпусках. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!